Когда Лиза была маленькая, то часто гостила у дедушки Степана и бабушки Веры в деревне. Дед у Лизы был знатным охотником, правда, охоту предпочитал честную и браконьерством не занимался. Если со зверем в честную схватку вступить, то никогда точно не знаешь, кто выйдет победителем. У человека ружье и патроны, у зверя зубы, когти, скорость и сила. Так считал Степан и выходил на охоту как на поединок. Одно время развелось в этих лесах слишком много волков. Они нападали на приусадебное хозяйство фермеров, воровали оттуда скот, и администрация района объявила награду в виде денег за каждого убитого волка. Начались облавы на серых разбойников, популяция пошла на спад, и только тогда уничтожать волков запретили. Дед Лизы в этих облавах не участвовал, считал это не честной битвой, а подлостью против лесного мира. «Люди сами виноваты, что волков много стало», — говорил он, — «дорогу в соседнем районе начали делать. Они оттуда и перебежали к нам. Закончится строительство, волки рассредоточатся по лесу, и опять все нормализуется». Но ни люди, ни фермеры, тем более администрация, его не слушали. И вот в самый разгар уничтожения волков дед Степан нашел в лесу сироту-волчонка и забрал маленькую к себе в дом. Односельчанам говорить не стал, они бы этого волчонка тогда убили, в таком азарте на волков охотились, все денег за их шкуры получить хотели. Как раз в этот период к деду Степану привезли внучку Лизу на целых 2 года. Родители уезжали в командировку за границу и не могли взять с собой дочь. Лиза особо не расстраивалась, ей всегда очень нравилось жить в деревне. Школа там была близко, ребятишек хватало. Да и не сильно ей нужны были тогда друзья-сверстники, когда в друзьях у нее был настоящий волчонок. Лиза и выхаживала, и выкармливала, и баловала шерстяного малыша. Кстати, волчонок оказался девочкой. Лиза назвала эту девочку-волчицу Гердой. Сама не знала, почему выбрала это имя. Шерсть у Герды была не белая, но очень светлая. И волчица была какая-то утонченная в манерах, как будто воспитывалась в аристократической семье. «Ну, Герда так Герда», — согласился дед Степан. Герда бегала за Лизой по пятам. Дед Степан не разрешал Герде бывать в деревне, и, когда Лиза уходила в школу, Герда ложилась возле калитки и ждала, пока девочка не вернется. 2 года пролетели быстро. К тому времени, когда Лизе нужно было возвращаться в город, Герда выросла и стала взрослой. Когда начались волчьи свадьбы, волчица сбежала в лес. Грустно стало деду Степану после того, как обе его любимки разом съехали из дома. Правда, оставалась еще жена, но она не очень любила диких животных и страдала из-за того, что с появлением Герды ушли из дома коты. Так что бабушка Вера была даже рада, что волчица от них убежала. На зимних каникулах Лиза приехала в гости к деду Степану. «Герда так и не появлялась больше?» – спросила она. «Нет, ни здесь, ни в лесу ее не встречал», – ответил дед. «Ну что ж, нет так нет», – вздохнула Лиза и занялась своими делами. Дел было и впрямь много. Подружек всех навестить, на лыжах и санках с гор покататься, деду помочь дрова в сарай сложить. Лиза все это делала, ей хорошо гостилось у дедушки и бабушки в деревне, но в глубине души она все-таки обижалась на Герду. Ведь могла бы и почувствовать волчица, что Лиза рядом, прибежать к ней, поздороваться, уткнуться чутким носом в ладонь своей подруги и наставницы. Лиза считала, что по праву является наставницей Герды, ведь она была старше волчицы по возрасту и вообще вырастила ее с малых лет. Лиза вспомнила, как они с Гердой раньше катались с горки на лыжах. Вернее, на лыжах была только Лиза, а волчица просто беззаботно бегала за ней по снегу. Эх, счастливые были времена. Лиза пошла в сарай и нашла там те самые лыжи. Маленькие, она уже выросла из них. Тогда она взяла лыжи деда Степана. Эти оказались в самую пору. Сначала Лиза решила немного проехаться на них, потом увлеклась и докатила до той самой горки на краю деревни, с которой каталась в детстве. Раньше здесь стояли дома, была расчищена дорога, но теперь эти дома были брошены, стояли с заколоченными окнами.
Лиза поразилась, как тут все сразу пришло в запустение, как только людей не стало. Дорогу никто особо не чистит, вон, сугробы какие намело. Но все-таки здесь было прекрасно. В городе таких мест не найдешь, где вокруг белым-бело от земли до неба, и только кое-где на горизонте виднеются ветки зеленых елей. Как же захотелось Лизе скатиться с этой горки. Она забралась на самую вершину, съехала и только тогда увидела совсем недалеко от себя 3 волков, не спеша приближающихся к ней со стороны леса. А немного справа по полю бежали еще 2 волка. У Лизы все похолодело внутри. Она знала, что бегством от стаи волков спасаться бессмысленно, волки бегают быстрее человека, и ее бегство только разодорит их и ускорит кровавую расправу над ней. Уж в намерениях волков Лиза не сомневалась. Какая она глупая, сейчас так больно и нелепо погибнет. Лиза взяла лыжные палки в руки и приготовилась сражаться за свою жизнь. «А ну пошли вон, бандиты!» — крикнула она, и ей стало немного легче. «Дедушка, помоги!» Но волки не обращали внимания на ее крики, приближались, а дедушка не слышал, видимо, смотрел сейчас свой дурацкий телевизор. Ах, какая она бестолковая! Слезы злости брызнули у Лизы из глаз. И тут она увидела, как со стороны леса быстрыми скачками, увязая в сугробах, бежит в ее сторону еще один волк. Внезапно Лиза почувствовала, догадалась, поняла по слишком светлому, почти белому оттенку шерсти этого волка, что это ее Герда. «Герда! Герда!» – закричала она. Да, это была Герда. Она уже догнала 3 волков, коротко огрызнулась на них и, обогнав своих серых братьев, поспешила на выручку к Лизе. «Герда! Спасибо тебе, Герда!» – кричала Лиза и плакала, размазывая варежкой по щекам замерзающие слезы. Герда перепрыгнула последний сугроб и встала между волками и Лизой. Все 5 волков уже соединились и продолжали все так же не спеша в развалочку идти в их сторону. Герда напряглась, шерсть ее ощетинилась. Волчица оскалилась и глухо зарычала. Волки остановились то ли в нерешительности, то ли в недоумении. Тогда Герда села на задние лапы, задрала голову и взвыла. Вой этот был таким громким и жутким, что даже у Лизы пошли мурашки по телу. Волки постояли еще минуту, потом как по команде развернулись и побежали обратно в лес. «Лиза! Лиза!» – послышался голос деда Степана. Это он услышал вой Герды, потом увидел лыжню, проделанную Лизой, схватил ружье и побежал в ту сторону, откуда услышал волчий вой. «Дедушка! Все нормально! Здесь Герда!» – отозвалась Лиза и рванулась навстречу своей волчице. Герда стояла как вкопанная и не подходила к ней. «Осторожно, Лиза, она уже одичала, не трогай», – предупредил дед, сделал несколько шагов вперед и вскинул ружье. Герда зарычала на него. «Дедушка, нет, опусти ружье, она спасла мне жизнь. Герда моя волчица, она меня не тронет», – крикнула Лиза. Деду пришлось опустить ружье, но он был готов в любой момент выстрелить, если что-то пойдет не так. Но все пошло так. Они втроем постояли недолго в полном безмолвии. Потом волчица встряхнулась, и снег с ее шерсти разлетелся во все стороны. Лиза тогда заметила, какая Герда стала мощная и красивая, ее волчица. Герда тоже бросила на нее быстрый взгляд из-под лобья, а потом вдруг резко сорвалась с места, подбежала к Лизе и сильно потерлась своим волчьим боком о ее колени. Лиза успела дотронуться до ее жесткой шерсти, только и всего. Волчица повернулась и понеслась в лес на сильных лапах. Лиза упала в объятия дедушки и расплакалась. «Глупая, глупая», — шептал он дрожащим голосом и гладил ее по голове. Лиза это знала, что она глупо повела себя с этой горкой, но не могла ничего сказать в свое оправдание. Слезы душили ее от переполнявших эмоций. Страх, радость, облегчение, обида, разочарование, счастье – все смешалось в ее душе. Немного успокоившись, Лиза подняла на дедушку заплаканное лицо и прошептала: «Она меня не забыла». «Не забыла, не забыла»,
У волков отличная память, одичало немного, только и всего, проворчал дед Степан, пошли, а то другие волки прибегут. Что ж, Герди, теперь 100 раз к тебе на выручку туда-сюда из леса бегать. Они засмеялись и пошли домой. Бабушке Вере договорились пока ни о чем не рассказывать, чтобы не волновать ее больное сердце.